Всем привет! Меня зовут Мария, а это Адель. И сегодня я хочу рассказать вам о ее нарядах. А начать я хочу с первого наряда Адель, который я заказала одновременно с ней. Он состоит из нескольких частей. С верхнего элемента лифа с вот такой вот металлической фурнитурой и асимметричной юбки, которая спереди короче, чем сзади. 2 чулков и украшений для рук из прозрачной сетки. Впоследствии я докупила к этому наряду еще и пару туфлей. Туфли выглядят вот так. Они черные, лакированные, и в комплекте к ним шли ремешки. С обуви этот образ сложился полностью. Мне очень нравится, как Адель выглядит в этом наряде. Мне кажется, черный цвет делает ее серьезнее и как будто чуть старше своего возраста. Итак, идем дальше. Первой одеждой, которую я сшила сама для Адель, стал комплект нижнего белья. На его создание меня вдохновили стартовые комплекты, которые идут вместе с куклами Smart Doll. Мне захотелось сделать что-то подобное. Комплект получился что надо. Мне очень нравится его лаконичность и то, как он смотрится на Адель. Итак, третьим нарядом для Адель стало вот такое вот платье свободного кроя. Признаться, я очень сомневалась насчет этой расцветки. Мне казалось, она слишком яркой и пестрой. Но на кукле готовое платье смотрится очень хорошо. В особенности меня удивило, как изменился образ Адель на контрасте с ее предыдущей одеждой. В этом платье в ее взгляде будто появилась какая-то решимость, а вместе с тем ранимость и нежность. Мне также очень нравятся фотографии, которые получились при нашей первой прогулке. Все как будто сложилось вместе. Закат, колосья травы и наша светловолосая Адель в этом синем платье. Итак, близилась осень, и чтобы немного утеплить гардероб Адель, я сшила ей вот такую вот толстовку с капюшоном и ушками котика. Чтобы ноги Адель не оставались голыми, я решила добавить пару чулков. А еще немного позже я решила докупить вот такие ботинки. Мне нравится, какой контрастной деталью стали эти ботинки, как они оттеняют собой весь такой сдержанный, спокойный образ Адель. И одновременно становятся ярко выделяющейся деталью в нем. Толстовку я шила из флиса. Мне очень понравилось работать с таким материалом. Он совершенно не сыпется, а значит его края не нужно дополнительно подшивать. А еще он очень приятный на ощупь. Сразу после этой толстовки для Адель я сшила еще одну для куклы поменьше. Следующим нарядом для Адель стала вот такая вот пижама. Я покупаю ткань, которую использую в кукольных нарядах, по скидкам. Обычно это небольшие кусочки, обрезки или остатки образцов. Когда в очередной свой поход в магазин я увидела эту ткань, я сразу поняла, что именно буду из нее шить. Изначально я думала сшить пижаму для Су, моей другой куклы, форматом побольше. Но Адель, видимо, перетянула мое внимание на себя, и пижама получилась для нее. Мне очень нравится, какой она получилась. Хотя, конечно, к ней не хватает подушки и одеяла. Их я планирую сшить позже. И следующим нарядом для Адель, который я шила совсем недавно, стала ночная рубашка. Эта ткань мне приглянулась еще в магазине. Уж очень забавные зверята на ней изображены. Мне подумалось, что если у Адель уже есть пижама, в которой она спит, значит ей нужна и простая домашняя одежда, в которой она обычно проводит свое время. И выбор пал на вот такую свободную ночную рубашку. Мне очень нравится, как она смотрится на Адель. На этом хочется подвести итоги. За те полгода, что Адель живет у меня дома, я шила для нее 5 комплектов одежды. Я никуда не торопилась. Шила в свободное время и ту одежду, которая придет мне в голову. Мне очень понравилось это занятие. Было очень занимательно выбирать ткань и фурнитуру, которая по размеру подойдет формату Адель 1:4. Думаю, вы уже заметили, что в гардеробе Адель пока что не хватает верхней одежды. Это все потому, что выкройки для нее показались мне немного сложными. Но думаю, уже в ближайшее время я соберусь силами и сошью для Адель какой-нибудь плащ или что-нибудь еще. На этом все. Всем спасибо за просмотр.